Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего мужчину. Да, давайте посмотрим на его чувства, мысли к вам, да, что связывает. Сделаем на две позиции. Пока можно загадывать. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте начнем с единичек. Так, по сигнификации, что у нас по мужчине? Знаете, очень семейный человек, держится очень сильно за все семейное, да, то есть действительно мужчина, который стремится, знаете, ко многим, скажем так, детям, да, при этом довольно страстный, при этом опять же, любит ухаживать, да, очень такой милый, можно сказать, мужчина сам по себе. Знаете, привык жертвовать собой довольно часто, довольно сильно, да, во имя действительно, опять же, повторюсь, семьи, да, и во имя своей любимой. То есть, на самом деле, мужчина попался очень, я бы сказал, добрый, да, такой вот, при этом еще работящий, да, не скажу, что много денег у него, но прокормить всех как бы хватит. При этом действительно мужчина попросту не привык жить для себя, да, скорее привык действительно жертвовать собой для блага других. То есть это вот такой у нас мужчина. Так, что же у вас сейчас по состоянию отношений на текущий момент? Так, ну, знаете, вижу влюбленность очень сильную, причем влюбились в него именно вы, очень сильно, да, готовы подарить ему прям свое сердечко. Сейчас вы находитесь, знаете, в моменте именно влюбленности, когда свидание, да, когда вы познаете друг друга, когда задаете вопросы, да, некоторые из них неловкие, но все это действительно вот необходимо пройти. То есть сейчас именно начало ваших отношений, да, вы познаете действительно друг друга, и мужчина, если честно, вижу, что не знает, как себя вести в большей степени, да, но все-таки старается ради вас, да, ради своей вот этой цели, которая в сигнификации у него просвечивалась, да, то есть создание семьи, он действительно о ней попросту мечтает, да, о хорошей семье, о хороших отношениях, да, о хорошей, можно даже сказать, жене, да, не то чтобы девушке, он действительно смотрит надолго, да, скажем так, очень и очень далеко вперед. Так, что же он думает о вас? Давайте посмотрим. Ну, уже у него образована зависимость, да, вы прямо запали у него в сердечко, да, очень сильно в вас влюблен, да. Здесь, знаете, не хочет это все показывать, потому что боится вас упустить, но на самом деле это так и есть, да. Вы в него влюблены, и он в вас действительно очень сильно влюбился, да, показывает это всячески, знаете, и цветы дарит, да, и какие-то подарки, вечно куда-то зовет, да, хочет проводить время вместе. Причем денежных средств, посмотрите, не жалеет, да, совершенно не жалеет, да, то есть и здесь мужчина хочет себя показывать только с самой лучшей стороны, понимаете. Не скажу, что есть какая-то одержимость, все с этим как бы нормально. Он действительно просто влюбился, когда человек влюблен, он делает очень много, как бы и бывает и плохих, конечно, поступков, да, но в основном хороших. Вот, поэтому он пытается, да, у него действительно в мыслях именно то, что нужно вам угодить, нужно показать себя, да, с самой такой вот лучшей стороны. Так, давайте побольше про чувства у него. Очень сильная, да, то есть есть и страсть, есть и то, что он готов вас отвоевать у другого мужчины, да, то есть довольно воинственный человек. При этом есть небольшая доля
ревности, да, то есть если вы будете проводить время там со своим каким-то другом, может быть коллегой, да, он его как бы если не знает, конечно, он может заревновать, да, то есть это, конечно, не выльется в что-то такое сильное, да, но тем не менее он вполне может заревновать, как-то спросить, неловко как бы будет себя ощущать, да, но опять же из-за его доброты он не будет как-то упрекать, он не будет говорить всякие гадости, да, то есть как многие делают, но здесь мужчина действительно более разумен, и он скорее спросит, кто это, что это было, да, то есть может даже признаться, что действительно он вас ревнует к тому или иному человеку, да, и дальше уже вы с ним поговорите и как бы сможете его успокоить. То есть на самом деле здесь вот в чувствах действительно есть вот эта доля ревности и то, что он готов за вас бороться, да, то есть именно вот эта борьба очень сильная. И опять же страсть, да, ну можно даже сказать, знаете, борьба за любовь, да, вот так вот можно выразиться. На самом деле очень пока все хорошо. Так, что же он скрывает? Давайте посмотрим. Ну, знаете, скрывает свои прошлые отношения. Они очень не были хорошие. У него, знаете, его предали. Я вам так могу сказать, закончились на просто отвратительной ноте у него. И он не хочет попросту ворошить это прошлое. Да, то есть обычно, ну, если начинают там разговаривать, да, о бывших, он, конечно, этого не хочет никак делать и не хочет вспоминать, потому что это для него очень были болезненные отношения у данного мужчины, да, и, если честно, он даже боялся попросту начинать с вами отношения, потому что думал, что все может получиться действительно как в прошлый раз. То есть, на самом деле, он большой молодец, что себя переборол, да, и начал как бы заново пытаться выстроить отношения, пытаться действительно полюбить, да, и у него это очень хорошо получается. Поэтому здесь единственное, что правда он такое вот скрывает, это вот прошлые отношения, которые лучше, конечно, не трогать. Так, давайте посмотрим, что же он ждет от вас, да, какие у него надежды. Ну, знаете, не хочет от вас предательства, да, то есть здесь надеется, что вы не оставите его, да, при всех его попытках, при всей его любви. Надеется на то, что, знаете, вы будете отвечать ему взаимностью, да, что все это будет действительно работать в обе стороны, да, потому что игра как бы в одни ворота никому не интересна. Он надеется, что если он вкладывает, то и будет получать ответку, да, вот именно как баланс, сбалансированно будет получать любовь от вас, да, такую же, которую он вкладывает. То есть на самом деле это честно, и он боится попросту, знаете, что вы ему этого не дадите, да, и ждет, что как раз-таки получит то, что сам и отдает. Да, поэтому здесь он ищет гармонии, он ищет баланса. Опять же, идет взаимодействие с его прошлыми отношениями, которые не получились, там не было ни гармонии, ни баланса. Поэтому, конечно же, он это все ищет в ваших отношениях и ждет от вас того же, да, что вы будете действительно понимать его, будете стараться понимать, да, будете действительно и спрашивать, и вместе строить вашу как бы семейную жизнь. Так, давайте посмотрим будущее. Так, ну в будущем, смотрите, будут недосказанности определенные, да, опять же, это все будет из-за недопонимания ситуации. Здесь сразу же вытекает такой небольшой совет, необходимо с ним разговаривать, да, необходимо вести диалог, да, ничего не скрывать, если появилось недопонимание, тут же это все обсуждать. И здесь мужчина в будущем, да, может вам показаться слишком каким-то настойчивым, да, слишком настырным в плане
давай заведем ребенка. Да, это мы в сигнификации увидели, что мужчина на ранних, скажем так, этапах ваших отношений может попросить, что давай, правда, вот сейчас заведем ребенка, закрепим наши отношения, да, когда, по сути, к примеру, отношения не так много идут, да, ваш разум говорит, что пока еще немножечко рановато, да, но он будет требовать. Здесь, опять же говорю, это замечательно, но если вы не готовы пока что, да, стоит все-таки, знаете, поговорить, объяснить это все мужчине, чтобы это не вылилось в недопонимание. Потому что он может подумать, что вам не нужна семья, не нужны дети, да, и все как бы в таком духе. Поэтому здесь просто с ним действительно обсуждайте, ведите диалог, и все будет замечательно. Совет. Так. Вы знаете, совет достаточно прост. Будьте собой, да, будьте собой, потому что он вас полюбил именно ту, которая вы есть, да, не стоит как-то меняться. Опять же, не стоит слишком, знаете, давить на данного мужчину, потому что он все может воспринимать вот именно близко к сердцу, да, на свой счет очень сильно, и может как-то затаить обиду, да, то есть будет такая вот недосказанность, которая повлияет, опять же, на отношения и, в принципе, вот на любовь, можно даже так сказать. Поэтому, чтобы все как бы двигалось равномерно, спокойно будьте той, кто вы есть, да, потому что мужчина вас полюбил именно такую. И здесь общайтесь, да, вижу, у вас отлично идет развитие отношений. По поводу того, что мужчина будет торопиться, это, ну, конечно, факт, да, он просто вот такой по себе мужчина, но ваша цель именно ему все рассказать, да, сказать, что вы думаете, сказать, что вы планируете, да, что если он хочет действительно отношений, да, с вами, то все нужно вместе как бы делать. Где-то рано, где-то поздно, да, то есть здесь действительно нужен у вас именно диалог, чтобы не было никаких, скажем так, стычек и затаенных обид, потому что данный мужчина ваш, он, конечно, в агрессию ни в какую не впадет, он очень добрый у вас, да, но просто нужно все ему объяснять, чтобы он как бы не гнал лошадей, понимаете, вот куда-то там вперед все торопится и торопится, поэтому можно сказать, все будет, да, но пока повременим, да, то есть пока еще слишком рановато, да, но опять же, что ему сказать, думаю, вы найдете, да, выбор за вами. Ну а мы давайте переходить к двоечкам. Так, сейчас мы, все у меня падает, сейчас мы это все уберем. Так, двоечки, смотрим вас. Так, сигнификация. Так, ну здесь, смотрите, очень страстный мужчина. Настолько страстный, что был во многих отношениях, да, не скажу, что они были долгими, скорее краткие, какие-то, знаете, такие вольные отношения. Конечно, вся жизнь у него замешана на сексе. То есть здесь мужчина именно такой, скажем так, породы. Для него любовь — это в основном интим-связь. Да, больше он другого не видит, не особо он какой-то духовный человек. Да, то есть, я даже больше скажу, он помимо секса, знаете, очень падок на какие-то вот такие мимолетные, скажем так, вещи, которые приносят небольшой как бы дофамин, можно так сказать, да, то есть, ну, алкоголь, в частности, да, побывать на каких-то тусовках, да, вот секс, опять же, да, то есть он вот как-то вот так вот подвешен на это все довольно сильно, да, нет каких-то мечтаний о будущем, да, о том, что семья, да, еще что-либо, не, это не про него. Он действительно человек краткости, да, как в отношениях, так и в принципе и в том, что делает по жизни. Так, давайте посмотрим текущее состояние отношений.
Ну, здесь не вижу духовности, вижу очень много секса, опять же, да, в отношениях. Это, конечно, замечательно, но он больше смахивает, знаете, на такого вот героя-любовника, который попал в вашу жизнь, да, прямо как из фильмов, который действительно вот ни о чем не думает, да, кроме как затащить кого-то в постель, да, поэтому здесь, к сожалению или к счастью, да, вот именно текущее состояние, очень много страсти в ваших отношениях, да, то есть, причем она вот такое ощущение не останавливается. Хочет с вами постоянно видеться, да, звонит, предлагает, да, то есть и там, и там, и там, и там, постоянно везде встретиться, да, все мы понимаем зачем. Здесь, знаете, могу сказать, что нет как таковой любви. Есть вот плотское вот это вот наслаждение, да, но не вижу более такой, знаете, возвышенной цели, не вижу более такой вот возвышенности вот в отношениях. Так, давайте посмотрим, что же он думает о вас. Ну, очень, знаете, легкомысленно относится. Относится так же, как и ко всем своим другим женщинам, да, с которыми у него были отношения довольно краткие. Не надеется на что-то длительное, не надеется на какие-то, знаете, повторюсь, длительные отношения. То есть здесь мужчина, знаете, надеется на краткость, да, на то, что он насладится процессом и попросту идет восвояси, да, то есть, к сожалению, это так, потому что это у него прям очень сильно проскальзывает, да, и думает то же самое о вас, что вы действительно, понимаете, так же себя ощущаете, что вы все принимаете и все видите, да, именно в таком ключе, что вот перепихнулись и как бы разошлись. Если еще захотелось, встретились и снова как бы этим позанимались. Вот, поэтому здесь, конечно, он думает только вот таким образом. Так, есть ли чувства? Давайте посмотрим. Не, ну, что касается чувств, знаете, у него и в мыслях вот именно так все происходит, что действительно он, знаете, говорит, что если как бы здесь есть у него чувства, да, то он не знает совершенно, что как бы с ними делать, понимаете? То есть он скорее верит больше в секс, он верит больше, знаете, в такую вещь, как, ну, просто вот какое-то соблазнение, понимаете? Он очень сильно стыдится того, что могут быть какие-то длительные отношения, он к ним совершенно не готов и, в принципе, считает это ненужным, понимаете? Для него, в принципе, женщина не особо значима, да, как таковая. То есть, извините, говорю как есть, да, это, как бы, как говорят карты. Поэтому здесь, конечно, мужчина, ну, можно его назвать попросту ловелас, понимаете? Он действительно просто ловелас. И на этом, как бы, все сказано. Так, давайте посмотрим, что же он скрывает, да, что же он скрывает. Ну, знаете, скрывает это, конечно же, пользование, да, что он просто ищет женщину, с которой ему будет комфортно прежде всего, да, то есть это, опять же, и секс, да, опять же, то, что должна быть краткость в отношениях, да, и если вы надеялись на что-то большее, он, конечно, будет вас обманывать и говорить, что да, мы как бы можем продолжить, можем сделать длительные отношения, но на данный момент давай как бы просто повеселимся, да, остальное оставим на потом, понимаете. При этом есть денежная черта, да, он будет рад, если вы где-то за него заплатите, к примеру, да, куда-то пригласите, опять же, снова заплатите, да, то есть он не особо любит распространяться вот именно на деньги, да, то есть не особо можно назвать его джентльменом, да, то есть и поэтому мужчина
конечно, ищет комфорт, ищет вот эту связь, да, ищет действительно просто краткость, да, и при этом, если другая женщина ее не ищет, он сделает все, чтобы ей воспользоваться, да, то есть наобещает многое всего, да, что там длительных отношений и прочего. Но на самом деле этого попросту не будет. Он, если честно, завирается, да, очень любит обманывать, можно так сказать. Так, давайте посмотрим, что же он ждет от вас. Хотя, если честно, и так, да, понятно, наверное. Прошу прощения. Так, ну смотрите, ждет он, тут, если честно, все три карты, да, выпали примерно одно и то же, да, то есть, опять же, сексуальная связь, опять же, чтобы отношения были довольно краткими, да, и чтобы женщина была под его, скажем так, властью на определенный промежуток времени, понимаете? То есть здесь мужчина попросту, собственно, повторяет все то, что я уже как бы сказал, да, увидел на протяжении всех других карт. Поэтому здесь, ну, ждет именно покорности, да, и краткости именно в сексуальной связи, да, чтобы он насладился и ушел восвояси. Будущее. Ну, длительных отношений не ждите, тут все уже также понятно. Знаете, вижу, что вам с ним действительно хорошо, да, может быть, тоже вот задумайтесь, повод тоже насладиться этим, да, и пойти искать все-таки более стоящие отношения. Понимаете, то есть здесь стоит действительно вам подумать, да, потому что в будущем, конечно же, отношений не будет хороших, семьи, ничего этого нет, да, то есть краткость, да, по одному звонку он приедет, он появится, и все как бы будет, скажем так, по-старому в ключе интимной связи. Но если брать более хорошие отношения, это не про этого, опять же, мужчину. Поэтому здесь вам надо подумать. В будущем, видите, конечно, с этим мужчиной вы всегда будете чувствовать себя очень одиноко. Понимаете? То есть и на семью, повторюсь, не рассчитывайте. Совет. Знаете, по совету интересная ситуация. Пока вы с этим мужчиной, вы совершенно не допускаете к себе действительно стоящего мужика в свою жизнь. Понимаете? Действительно не допускаете кавалера, который будет за вами ухаживать, который будет вас хорошо вот именно любить, понимаете, который будет к вам чувства иметь, а не только вот эту сексуальную связь. Поэтому здесь вам необходимо сделать все-таки выбор. Да, либо это краткая связь, краткое увлечение, либо все-таки подумать о том, что может стоить отказаться от этого мужчины в пользу действительно хороших, здоровых отношений. Да, выбор, конечно, остается за вами, но пока вы с этим мужчиной, пока вы даете ему, скажем так, вот это наслаждение, да, пользование собой, вы не допускаете в свою жизнь действительно более серьезные, более такие семейные отношения, да, и по сути здесь вот именно вам необходимо попросту выбрать, да, либо вы хотите семью, хорошего мужчину, который будет всегда с вами, либо вы согласны как бы на вот эту краткость и просто на приезжего мужчину. Ну, опять же, выбор за вами, да, но вам его предстоит сделать, потому что у вас все дороги открыты, понимаете, в любом случае, но вы просто сами не допускаете хорошего мужчину, хорошие отношения именно из-за того, что находитесь вот в этих кратких отношениях, понимаете, которые вот появляются, исчезают, появляются, исчезают. То есть здесь так не должно быть, чтобы образовались вот именно хорошие отношения. Поэтому вам на подумать, вам на действительно принятие решения. Опять же, повторюсь, выбор остается только за вами, что как бы со всем этим делать. Но совет именно такой. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, советы вам
обязательно помогут. Мы с вами хорошо рассмотрели все ситуации. Не забывайте подписываться на канал, буду всем очень сильно рад. Также ставьте лайки, пишите комменты. Я есть в других соцсетях, да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. Смотрите все, кому как удобно, да. А так хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.